Впервые я увидел ее через маленькое окно своей комнаты, которую мы снимаем с мамой в летнем домике ее семьи. Поэтому я мог наблюдать за ней каждый день. Ее движения были плавны и изящны. Девушка стояла ко мне спиной, развешивая простыни. Она, как показалось мне, что-то напевала. На белой ручке блеснуло небольшое колечко. Наверное, оно было очень дорогим. Бог мой, как она чудесна! Ее легкий стан облегало светлое платье. Я видел ее красивые черты лица. Я посмотрел на ноги и удивился, увидев ее босой. Она нежно переступала маленькими ножками по чуть мокрой траве. Вдруг на простыни села бабочка и почти сразу вспорхнула, пролетела над девушкой и скрылась в простынях. Я начал подглядывать за ней постоянно. Что-то меня заинтересовало в этой девушке. Даже сидя на берегу, когда я ловлю мальков, я думаю о ней. Часто я стараюсь пойти той же дорогой, что и она, в то же место, что и она. Я не встречал ранее таких девушек. Она была по-настоящему красива. И я вовсе не считаю себя скромным, могу сговорить с любым человеком, но я растерялся и не мог сказать ничего, чтобы ей понравиться.
Или даже для того, чтобы просто начать разговор, когда она подошла ко мне на речке. Она спросила, что я делаю, увидев мое сооружение. Так и завязался наш первый разговор. Я показал свою ловушку для ловли мальков. Она удивилась, что я сам придумал ее. Мы говорили с ней до самого вечера. Вдруг я заметил, что на улице уже стемнело, а мама просила вернуться домой до темноты. Я сказал, что у меня есть еще дела, и мне нужно идти. Но она и не догадывалась, как сильно я хотел остаться с ней, еще поговорить, посмотреть на ее лицо сквозь сумерки. А как тебя зовут? Вера. Уже поздно. Ложись спать. На этом наше сегодняшнее общение закончилось. Она даже не спросила, как меня зовут. Я не знал, что небольшое опоздание домой принесет мне столько проблем. Никто не может представить, как сильно в тот момент я злился на мать. Почему она не понимает меня? Что такого в том, что я опоздал? Разве я не могу влюбляться? Вроде каждый имеет на это право. Стремительно и быстро мы привязались друг к другу. Почти каждый день мы встречались на речке и гуляли по берегу, разговаривая и наслаждаясь моментом. Она была необыкновенно проста, понятна и интересна мне. В какое-то мгновение мне показалось, что я знаю ее уже целую вечность. Мы легко находили темы для разговора, и я никогда еще не чувствовал себя так спокойно. Она много рассказывала мне о своей жизни. Где была и что делала. С каждым днем она открывала мне что-то новое, чего я не знал. Я узнал, что ее мать погибла, когда она была еще ребенком, и воспитывала ее мачеха. От мамы осталось только кольцо, которое она отдала ее отцу, попросив подарить его, когда Вере будет 14 лет. Она никогда его не снимает. Вера часто уезжала куда-нибудь с родителями, и вот сегодня она сказала мне, что через 2 дня они уезжают в очередной город гостить к родственникам. Но она обещала, что вернется непременно в августе, и мы снова сможем встретиться и поговорить. Я впервые захотел взять ее маленькую ручку. Мы шли рядом, она иногда совершенно случайно касалась меня рукой. Мое сердце начинало быстро биться, и я, не переставая, думал об этом смелом поступке. Но она меня опередила. Ее пальцы скользнули между моих. Я повернулся. Она лишь подарила мне улыбку, такую искреннюю и чистую, что я сжал ее руку сильнее, не желая ее отпускать. Это был лучший вечер в моей жизни.
уехала. Я полностью разбит. Мне кажется, что я рассыпался на мелкие частички, которые нещадно раздувает злой ветер. Она обещала вернуться, значит, она вернется, и мы снова, взявшись за руку, пойдем по тлеющему под солнцем берегу. Снова будем разговаривать, мечтать о будущем и забывать о плохом прошлом. Дни шли. Невыносимо долго. Я часто ходил на берег и продолжал ловить мальков. Ощущение пустоты не покидало меня, чего-то не хватало. А не хватало ведь именно ее. Август близился к концу, но ее все не было. Я постоянно смотрел в окно, надеясь увидеть ее, но все было бессмысленно. Все дни, прожитые без нее, были пустыми и холодными. Я остался совсем один. Здесь у меня нет никого. Только одна она. Вера была для меня и другом. И только с ней одной я чувствовал себя счастливым. Эта девочка не выходила из моей головы. Я увидел ее машину. На улице было холодно. Я побежал, забыв обо всем. В памяти моей всплывали все дни, проведенные с ней. Я побежал так быстро, как смог. Нет, так не должно быть. Так не бывает. Она бы сказала мне раньше. Неужели я был ей просто другом? Я увидел ее глаза, и лишь мое глупое отражение. Я стоял как мальчишка и смотрел на нее, а она не сводила с меня глаз. Кровь закипела в моих венах. Я рванул прочь, по уже знакомой дороге. Это все шутка. Она шутит. Однозначно. Ну как так? Разве такое бывает? Не верю. Я знаю ее доброй, любящей. Нет, она не могла забыть про меня. Не помню, как оказался в кровати. Я все думал о ней. О том, как же в мире много боли. Как же все здесь чертовски плохо устроено. Этот мир весь наполнен печалью и разочарованием. Значит, я ошибся. Я влюбился не в нее, а в образ, выдуманный мною же. А ведь любовь осталась.